Друзья, всем огромнейший привет! Сегодня я готовлю очередной пасхальный кулич-краффин. Это очень вкусный кулич. Обязательно сохраните себе рецепт и приготовьте. Сейчас я готовлю опару. У меня молоко 3,2% жирности, 200 мл. Молоко обязательно должно быть теплым, температура где-то 40 градусов. Если у вас сухие дрожжи, тогда берем 7 грамм. У меня прессованные, беру их 21 грамм. 1 столовую ложку сахара без горки. И все хорошо перемешиваю так, чтобы дрожжи растворились. Все продукты готовим заранее, чтобы опара и в дальнейшем тесто не остывало. Если вы не уверены в качестве дрожжей, тогда вот эту опару нужно поставить на 15 минут в комнате без сквозняков, и пусть опара подходит. Сверху должна образоваться такая красивая воздушно-пенная шапочка. Кто-то в опару добавляет муку, кто-то нет. В оригинальном рецепте нужно добавить 1 столовую ложку муки пшеничной высшего сорта. У меня дрожжи хорошие, рабочие, поэтому я не оставляю ходить опару, а сразу же готовлю тесто. В микроволновке я подтопила сливочное масло 80 грамм, жирность 82%, можно брать и 72,5, берите любое хорошее масло. Сахара 100 грамм. Яйца я заранее достала из холодильника, чтобы они стали комнатной температуры. Здесь у меня 2 куриных желтка и 1 куриное яйцо. И все добавляю в тесто. Лопаткой перемешиваю. Добавляю еще ванилина 2 щепотки. Отмерила 450 грамм муки пшеничной высшего сорта и постепенно добавляю муку в тесто. Всыпала, перемешала на консистенцию, еще раз сыпала, перемешала. У всех мука разная, поэтому потребуется разное количество муки. Сначала тесто я замешивала лопаткой, а теперь перекладываю его на стол и дальше буду замешивать руками. И в тесто я еще добавила 1 столовую ложку муки. Весь полный список продуктов будет написан под видео. Сначала тесто вот такое непонятное, прилипает к рукам. И продолжаю вымешивать тесто дальше. Сначала тесто липнет ко всему, к рукам, к рабочей поверхности, и кажется, что ничего из этого теста не выйдет. Но через 10 минут оно уже получается вот такое. Тесто уже стало другой консистенции, оно все еще липнет к столу, к рукам, но оно уже стало другим. Когда этим тестом дотрагиваемся до стола, оно прилипает и хватает за собой кусочки теста. Всего тесто руками нужно вымешивать 15 минут. А вот так тесто уже выглядит через 15 минут вымешивания руками. Тесто к рукам липнет, но от поверхности очень легко отклеивается и собирается в один комок. Ну, такое получается прыгающее пружинище. Из этого же теста можно печь пончики с любыми начинками или без. Буквально несколько капель растительного масла мне нужно для того, чтобы хорошенечко смазать вокруг этот комок теста. А теперь перекладываю в емкость, где тесто будет подходить. Сверху емкость обязательно закрываю пищевой пленкой. И убираем часа на 1,5-2 в теплое место, без сквозняков. Пусть тесто хорошо поднимется и увеличится в несколько раз в объеме. Прошло 1,5 часа, посмотрите, какое получилось тесто. Такое гладкое, глянцевое. За 1,5 часа оно очень сильно изменилось. Стол немножко присыпаем мукой. Весь пласт теста раскатываем в один такой толстый жгут. Делим его на 2 части. И теперь каждую из частей я раскатываю в прямоугольник. Все время, пока я работаю с тестом на кухне, обязательно закрыты окна и в кухне тепло. Если получается не очень ровные края, то можно вот так скалкой их очень легко подровнять. Еще в микроволновке я подтопила 2 столовые ложки сливочного масла и делим по 1 столовой ложке на каждую поверхность прямоугольника. Растопленное масло я наношу кисточкой кулинарной. Промыла и на полотенце высушила 80 грамм изюма. Изюма можно брать больше. Или любые другие цукаты. То, что вам нравится, с тем и готовьте. Изюм тоже делю на 2 части и присыпаю им тесто. Теперь тесто сворачиваю в плотный рулет. Отступаю с краю пару сантиметров, а далее прорезаю насквозь ножом весь этот рулетик. И каждую из частей сворачиваю такой улиточкой. Разрезанную сторону оставляю сверху. Если выпадает изюм, отправляем его обратно. И вот такие розочки складываю одну на вторую. У меня бумажная форма для выпечки 13 см в диаметре. Из этого количества теста получается 2 кулича краффина в диаметре на 13 см. Очень удобные формочки, их не нужно ставить ни в какую плотную такую основу и внутри смазывать тоже не надо. Заготовку из теста помещаю внутрь формы. Разъемное кольцо у меня на 16 см в диаметре. Обе формы я сейчас накрою пищевой пленкой и оставлю так постоять в кухне. Тесто еще подойти на 15 минут. Прошло 15 минут, духовку я уже поставила разогреваться до 180 градусов при этой же температуре и будем выпекать первые 10 минут. Через 10 минут куличи краффины в духовке выглядят вот так. Сейчас температуру уменьшаю до 160 градусов и буду выпекать еще минут 30-35, смотрите по своей духовке.
Все отлично пропеклось, готовность проверяем деревянной шпажкой, чтобы она оставалась сухой. После того, как кулич полностью остыл, присыпаем его сахарной пудрой, либо делаем какую-то помадку сверху. Мои крафины еще не полностью остыли, но и сахарная пудра не тает. Посмотрите, какие они внутри получились. Тесто пропеклось отлично, крафины такие очень волокнистые. Эти куличи не приторно-сладкие, здесь всего достаточно. Кулич получился такой саморазборный. Посмотрите, сколько здесь слоев, как все хорошо друг от друга отходит. Кто любит такие волокнистые, обязательно обратите внимание на этот рецепт и приготовьте. Тесто само по себе очень вкусное и кулич отличный. Обязательно приготовьте, я думаю, что вам понравится. А если понравилось мое видео, поставьте, пожалуйста, лайк, мне будет очень приятно. Всем спасибо за то, что вы смотрите нас, за ваши лайки, комментарии. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео на канале и узнавать об этом первыми. Всем до встречи в комментариях, всем удачи и пока-пока.